Однажды апрельским днем в глухой деревне Камчатского края слухи о необычных наблюдениях на побережье распространились. Жители деревни были ошеломлены увиденным. Это был дикий белый медведь, подобного которому никто из них раньше не видел. Но как оно туда попало? Обычно эти животные обитают в Арктике за сотни километров. История была интересной. Однажды, когда животное искало еду от материка, где находился белый медведь, должно быть, откололся ледяной покров. Вероятно, животное пыталось вернуться на сушу, но не мог рисковать, потому что был окружен льдом и водой. Это было началом приключения, изменившего жизнь молодого хищника. Через несколько дней или даже недель он прибыл в чужую страну, сильно отличающуюся от той, которую он знал. Животное находилось в 700 километрах от дома, поэтому, когда он прибыл в деревню и встал на берегу, все, о чем он мог думать, это еда. Белый медведь пытался откопать еду, но каждая попытка заканчивалась неудачей. Земля была не только незнакомой, но и необычайно жаркой, а подходящей еды не хватало. Белый медведь бродил вокруг, но поначалу избегал приближаться к деревне. Его острый слух улавливал отдаленные звуки людей, занимающихся своими повседневными делами. Обычно другие медведи держатся подальше от населенных пунктов, но этот медведь был голоден и устал. Возможно, приближаться к деревне было неразумно, но голод подгонял его. Его внимание привлекло соседнее здание, и он направился к нему. Хищник, конечно, не знал, что это сельский отдел полиции. Он лежал там, слабый и уставший от долгого пути, с грустным и отчаянным выражением лица, как будто просящим о помощи. Местной полиции не потребовалось много времени, чтобы заметить необычного гостя. Один из офицеров поднял тревогу, а двое офицеров были отправлены осмотреть животное поближе. Белый медведь был гигантских размеров. У него был белый мех и хорошо заметные острые когти. Естественно, они боялись подходить ближе. Полицейские осторожно подошли, чтобы получше рассмотреть животное, но держались на расстоянии, чтобы не напугать его. Когда встревоженные офицеры наконец поняли, что это за животное, они были шокированы. Там, в снегу, был большой и устрашающий молодой самец. Белый медведь, таинственным образом приземлившийся в их маленькой деревне. Они не могли поверить своим глазам, но они также поняли, что с их нежданным гостем что-то не так. Судя по всему, у животного была серьезная травма передней лапы. Белый медведь лежал, прижав к телу раненую лапу. Полицейские пожалели животное и решили ему помочь. Они связались с местными органами охраны дикой природы. Офицеры были потрясены, узнав об этом необычном случае, и отправились как можно быстрее. Они позаботились о лапе белого медведя и дали ему отдохнуть. Медведь, которого местные жители прозвали Умкой, стал в селе знаменитостью. Хотя медведь ел очень мало, жители деревни каждый день приносили ему много рыбы и еды. Хоть и рад был за помощь людей, но было видно, что медведь хочет вернуться домой. Его возвращение стало сенсацией, привлекшей даже гостей из соседних деревень. Полиция внимательно следила за медведем и была осторожна не подпускать никого слишком близко, пока не обдумывают решение. Эксперты проконсультировались и пришли к выводу, что Умка шансов выжить на Камчатке не было и нужно было срочно вернуться домой. Но как это сделать? Животное было настолько дезориентировано, что уже не могло найти дорогу обратно самостоятельно. Даже если бы белый медведь знал дорогу, путешествие было бы нелогичным для животного, и оно его не совершило бы. Ситуация выглядела безнадежной. Владимир Гордианко, начальник управления государственного охотнадзора и областного лесного хозяйства и агентства по охране дикой природы, пояснили, что возвращение не было единичным случаем. Белые медведи иногда уходят от своих домов на льдинах, когда лед листы неожиданно отрываются от материка. К сожалению, они часто не могут вернуться домой или найти еду в новой среде. Поэтому для таких гостей, как Умка, весьма вероятно, что они умрут после этого вынужденного переселения. Но люди не собирались позволить этому случиться. Им пришлось найти способ помочь белому медведю. Новость о необычном посетителе быстро распространилась, и за ней последовало множество людей.
с интересом, как развивалось его состояние. В течение нескольких дней были приняты меры по возвращению хищника на его истинный дом в Арктике. В аппарате губернатора области Владимира Ильича обратились к министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Шеф предоставить вертолет, чтобы доставить Умку обратно в ее арктическую среду обитания. Также, как отметил чиновник Сергей, для животного построена специальная транспортная клетка. Через 8 дней после прибытия Умки МЧС России организовал авиационно-спасательную операцию по возвращению Умки в ледяную Арктику. Никогда прежде не было существа гигантских размеров. Пропорции были перевезены таким образом на вертолете, поэтому все участники оказались в очень трудном положении. Тем не менее, люди были полны решимости провести эту спасательную операцию. Когда они прибыли на Камчатку, специалисты временно усыпили медведя, чтобы он смог пережить полет. Александр Шелл, консультант по дикой природе на Камчатке, сообщил, что медведь здоров и сыт. Затем обезболенное животное помещали в специальное помещение. Сделал клетку и погрузил в вертолет. Жители деревни аплодировали, когда власти уехали с Умкой. Но никто не мог предсказать, что произойдет во время полета. Это было долгое путешествие, и члены экипажа нервничали, потому что вдруг случилось что-то неожиданное. Они услышали шум в клетке. Белый медведь проснулся, все были настороже, они не хотели пугать животное резкими движениями. Тревога экипажа была велика. Они боялись, что животное попытается разорвать клетку или растрясти ее. Вертолет во время 700-километрового полета. Это могло поставить под угрозу всю миссию и поставить под угрозу жизни всех находившихся на борту. К счастью, медведь, похоже, понял, что люди хотят помогите ему, и остался спокойным в клетке, наблюдая за ними своими глазами. Во время полета оно было в сознании, но не трясло клетку и не предпринимало никаких атак. Об этом сообщил представитель правительства Камчатского края. Пресса сообщила, что было шумно и Умка испугалась, но осталась спокойной. Он был очень храбрым медведем. Полет прошел гладко, пока они не достигли места, где Умку должны были выпустить. После приземления они открыли клетку. Умку пригласили выйти. Медведь на мгновение поколебался, а затем побежал в дикую природу. Миссия прошла с большим успехом, и Умка наконец вернулась домой. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.